Пекин разрешил морякам стрелять на поражение по кораблям в водах, которые считает своими, без учета того, чьи это корабли. Что стоит за этим распоряжением? Несмотря на существование китайско-японского договора о мире и дружбе, который был подписан в 1978 году, у Пекина и Токио есть неразрешенный территориальный спор, который портит отношения двух стран. Касается он островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Острова считаются японскими, при этом на них претендуют Китай и Тайвань. С начала 2021 года вероятность вооруженного конфликта за острова многократно возросла, о готовности оборонять Сенкаку заявили США, а Китай разрешил береговой охране применять оружие против иностранных судов, которые не будут подчиняться их приказам. Точкой отсчета в споре за эти острова можно считать 1895 год, когда они впервые попали под контроль Японии в результате Первой Японо-Китайской войны. Тогда Пекин по договору был вынужден уступить Сенкаку вместе с Тайванем в пользу Пекина. После завершения Второй мировой войны архипелаг оказался под временной юрисдикцией США, которые в 1972 году передали эти острова Японии, и она считает теперь их исконно японской территорией. С чем Пекин, разумеется, не согласен. С 2012 года сторожевые корабли ВМС и береговой охраны КНР регулярно заходят в воды вблизи островов Сенкаку, демонстрируя претензии на эти территории. Япония также периодически направляет сюда свои военные корабли, впрочем, за последние полвека до боевых столкновений дело ни разу не доходило, а спор за острова считается замороженным. Сейчас ситуация может кардинально измениться. Власти Китая, как сообщает ряд мировых агентств, приняли закон, разрешающий береговой охране открывать огонь по иностранным судам в случае необходимости. В частности, он дает право использовать все необходимые средства для предотвращения угроз со стороны нарушителей. Курки взведены. Уже на следующий день после подписания Пекином этого закона новый глава Пентагона Ллойд Остин, утвержден в должности министра обороны США 22 января 2021 года, связался со своим японским коллегой Нобуо Киши и подтвердил готовность Соединенных Штатов оборонять спорные острова Сенкаку, на которые претендует Китай. Надо полагать, что американский флот может теперь предпринять попытку приблизиться к островам, особенно с учетом того, что и новый президент США Джо Байден подтвердил актуальность соглашения с Японией. Здесь можно вспомнить и недавний случай, когда эсминец ВМС США Джон Маккейн, приписанный к американской военно-морской базе в японской Якосуке, предпринимал попытку вторгнуться в китайские территориальные воды в Восточно-Китайском море. Тогда ВМС Китая стали опасно маневрировать перед американским эсминцем, и, по примеру российского БПК «Адмирал Виноградов», вытеснили Маккейна из своих вод. Тогда еще не был принят закон о разрешении на применение оружия. Напомним, что после вторжения американского эсминца в российские территориальные воды в заливе Петра Великого близ Владивостока, а затем подобного нарушения в Балтийском море, ВМФ РФ получили указание об открытии огня по кораблям противника в случае, если подобная ситуация повторится. После этого корабли ВМС США перестали идти на провокации и стараются даже не приближаться к берегам России. Как теперь после принятия аналогичного китайского закона американцы будут защищать японские острова Сенкаку, не совсем понятно. Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэй недавно заявил, что в случае конфликта с Америкой его страна будет воевать любой ценой. Можно предположить, что ожидаемая война может произойти не только на архипелаге Сенкаку, но и на островах в Южно-Китайском море, где Пекин проявляет особую активность. Часть этих островов во время пандемии коронавируса Китай успел освоить и разместил свои военные базы на рифах Суби, Беда и Огненный Крест, а на острове Вуди оборудовал аэродром, на котором размещены истребители, радиолокационные станции, ракетные комплексы. Еще одно островное сражение в Тихоокеанском регионе может развернуться на Курилах, причем не только на тех российских островах, на которые претендует Япония, но и на других, в том числе на Сахалине. Токио не скрывает свои претензии на них и, исчерпав дипломатические меры, вполне может перейти к боевым действиям. Понятно, что лишь при помощи и поддержке Соединенных Штатов. Соединенные Штаты будут заинтересованы во втягивании России в маленькую войну с Японией, ведь это в какой-то степени гарантирует, что Россия не выступит в качестве союзника Китая и отвлечет силы армии и флота на защиту островов. Курилы Россия сможет отстоять с большой долей вероятности, за счет имеющейся на островах группировки своих кораблей Тихоокеанского флота могут быть задействованы и другие силы и средства российской армии. Другое дело, что США в рамках союзнических отношений могут выступить на стороне Японии, если то и удастся провести хотя бы первый этап десантной операции и как-то закрепиться на островах. Однако в этом случае Соединенным Штатам придется отвлечься от своей основной задачи – завоевания вооруженного превосходства над армией Китая, и тогда воевать американцам придется на два фронта.
Как видите, версия о назначении Байдена Китаем, которую превозносят многие политологи, не слишком подтверждается. Даже при наличии мощной глобалистской группировки в правительстве Китая, национальные интересы Поднебесной будут на первом месте. А конфликт между этими интересами и планами глобалистов очевиден. Не поэтому ли США руками марионетки в Белом доме пытаются втянуть Китай в южно-китайский конфликт? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермил. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.